Чудесные микрокруассаны. Очень вкусные, простые в приготовлении и замечательно подходят для вкусных подарков на Рождество и Новый год. К 30 граммам воды, чуть выше комнатной температуры, добавлю 6 граммов сухих растворимых дрожжей. Перемешаю, пусть растворятся. Ну да, они же растворимые. 280 граммов муки, пшеничный высший сорт. Добавляю 6 граммов соли и чайную ложку сахара, тоже 6 граммов. Обваляю его в муке и после этого быстро натру на крупной терке. Пробовала делать в блендере, крошка мелковата. Все время перемешивайте. Можно масло порубить, если вам так удобнее. Хорошо все перемешайте. Сделайте углубление. Влейте в это углубление растворенные дрожжи и 100 граммов холодной воды. Она стояла у меня в холодильнике. Дрожжам тут придется несладко. Все смешайте, но не вымешивайте. Подпылите стол, выложите крошку и слепите ее, как песочный куличик. Пусть она рассыпается, ничего страшного. И очень руками тесто не грейте. Теперь возьмите скалку, смажьте мукой и начните раскатывать вдоль. Тесто будет разваливаться, но вы будьте упорны и формируйте из него прямоугольник. Все время помогайте себе скребком. Руками старайтесь с тестом контактировать меньше. Раскатали до сантиметра, аккуратно сверните в 3 раза. Разверните. Крошку просто складывайте сверху. Опять раскатайте вдоль. И опять сверните. Ну, видите, с ним уже проще становится. И раскатайте 3-й раз. Оно уже становится похоже на тесто. И сверните последний раз. Лишнюю муку желательно стряхивать. Вот так. На этом этапе вам нужно оценить свое тесто. Если оно еще достаточно холодное и масло не плывет, можно сразу его раскатывать и катать круассаны. Если вы видите, что оно уже нагрелось, то переместите его в холодильник и занимайтесь своими делами. Когда будет нужно, достаете. Кстати, на этом же этапе его можно разделить, например, отрезать половину и заморозить, а раскатывать вторую половину. Теперь уже следите, чтобы оно не прилипало, и также старайтесь держать прямоугольную форму. Ширина полоски должна быть примерно 13 сантиметров. Я разрежу ее на 2 части и одну уберу в холодильник. А одну оставлю, иначе получается очень длинно и неудобно. Вот так в пленку завернула и уберу. Толщина раскатки 1,5 мм. В ширину у меня получилось 15, немного шире, и в длину примерно 38. Обрежу края. Разделю вдоль пополам. Получается ширина 7. Одну полоску, чтобы не грелась, опять же лучше убрать в холодильник. Так, теперь смотрите с этой. С одной стороны делите по 2 сантиметра. Но если не хотите совсем мелкие, то можно по 3. Я, наверное, сделаю по 3, а то замучаешься крутить. Со второй стороны сначала отступаете половину. То есть если здесь у вас были насечки по 2, то здесь сделаете первую насечку 1 см. Если здесь были насечки 3, то здесь сделаете первую насечку 1,5 см. Надеюсь, смысл понятен. И от этой насечки идете, если здесь по 2, то опять же по 2. Если здесь по 3, то по 3. Так как я не хочу крутить полоску, то зайду с этой стороны. Продолжаем занятие по геометрии. С края до первой насечки. Можно линейку использовать. Смысл ясен. Из одной полоски получается 21, и это я резала по 3. То есть по 2 будет 30. То есть из половины теста 60, а из всего теста 120. Я вам это говорю не для того, чтобы вы оценили мои гениальные способности в математике, а к тому, что можно кого-то привлечь, крутить эти круассанчики. Можно сразу сделать надрезы. И с другой стороны. В общем, все по-взрослому. Так, мастер-класс по раскатке мини-круассанов. Растягиваете надрез, заворачиваете и аккуратненько прокатываете. Повторим мастер-класс.
Не забывайте, что тесто дрожжевое, поэтому будет лучше, если вот эти накрученные круассанчики вы поставите в холодильник, пока будете крутить вторую половину. Тогда они будут у вас одинаково подходить. Иначе, пока вы возитесь со второй полоской, первая партия у вас уже расстоится. Кладете на противень, застеленный пергаментом, хвостиком вниз. Итак, вот эту часть я поставлю сейчас в холодильник, а сама займусь второй полоской. Готово. Разговоров больше, чем дело. Пусть теперь они растаиваются. Лучшая температура для расстойки 24-25 градусов. Выше не нужно. За время расстойки нужно разогреть духовку до 190 градусов. А пока добавьте в сотейник 50 граммов сахара и 50 граммов воды. Это если вы берете половину теста. Можно сюда добавить корицу или ванильный сахар по желанию. И теперь этот сироп на плите нужно довести до кипения полного растворения сахара и прокипятить пару минут. Круассанчики расстоялись, не скажу точное время, по-моему, прошло минут 50. Если хотите, можете смазать их сверху яйцом. Но, честно говоря, я смысла в этом особенного не вижу. Ставлю их в духовку примерно на 15 минут. Достала 14 минут и горячие смазываю сиропом. Верните в духовку еще на 5 минут. И на этом все. Остужайте, раскладывайте по подарочным пакетикам, коробочкам или наслаждайтесь сами. Можно мешать их с гранулой, можно есть как хлопья с молоком, можно с горячим шоколадом или какао. Ну, посмотрите, какая прелесть. Они чудесные, правда? Я даже никого не зову дегустировать, потому что боюсь, что после дегустации у меня просто ничего не останется. Очень вкусно, очень вкусно. Вот такие чудесные микрокруассаны у меня получились. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита!